Казвин, столица Персии, 1561 год. На конное ристалище приводит человека. 36 лет, сын правителя Османской империи. Рядом 4 его сыновей. Старшему 18, младшему 9. Их душат здесь же, всех 5. Люди, которые это делают, османские посланники. Люди, которые их выдали, персы. Главные враги империи. Те самые, против кого этот человек ходил в походы вместе с отцом. За выдачу заплачено 400 тысяч золотых от султана. Еще 100 тысяч добавил его старший сын. 500 000. Отец заплатил врагу за убийство собственного сына и 4 внуков. Вопрос, ради которого стоит разобрать эту историю, звучит так. Как вообще человек доходит до такого решения? И был ли у второго участника, у сына, хоть какой-то выбор, кроме того, который он сделал? Давай по порядку. Его звали Баязид. Родился 14 сентября 1525 года в Стамбуле. 4-й сын Сулеймана и Хюррем. Про предыдущие выпуски напомню коротко. У Сулеймана было несколько сыновей, и почти все они к этому моменту уже мертвы. Мехмед умер молодым от болезни, Джихангир младший тоже. Мустафа старший, не от Хюррем, казнен в 1553 году. Про него у нас отдельное видео. К концу 50-х годов живых наследников осталось 2 – Селим и Баязид, родные братья. Баязид рос как обычный шахзаде. Военное дело, управление, языки. В 16 лет впервые пошел в поход на Венгрию в 1541 году. В 1546 получил Санджак, Конью, потом Кютахью. Участвовал в персидской кампании 1548 года вместе с Мустафой, кстати, они там сблизились. Еще он писал стихи, подписывался псевдонимом Шахи, писал на османском и на персидском, рукописи сохранились, лежат в Стамбульской библиотеке. И вот деталь, которая многое объясняет в дальнейшем. Янычар он к себе располагал. Источники сходятся на том, что армия видела в нем отца. Тот же характер, та же напористость, та же готовность лезть вперед. Селим на этом фоне выглядел иначе, спокойнее, тише, домашнее. Запомни это. Именно здесь корень всего. Потому что теперь надо объяснить систему, в которой они жили. Без этого дальше ничего не поймешь. В Османской империи не было закона о престолонаследии по старшинству. Совсем. Трон получал не первый сын, а тот, кто сумел его взять. Обычно тот, кто быстрее добрался до столицы после смерти султана и получил поддержку армии. А дальше вступало в силу правило, которое действовало уже 1,5 века. Победитель убивал братьев. Не из жестокости, по расчету. Живой брат означал живого претендента, вокруг которого рано или поздно соберутся недовольные. Смерть братьев считалась платой за то, чтобы страна не развалилась на гражданскую войну. То есть для Баязида и Селима вопрос стоял не так, кто будет править, он стоял так, кто останется жив. Третьего варианта система не предусматривала. Еще до всех этих событий у него была обычная жизнь. Семья, дети, всего 9. 5 из них от женщины по имени Фатьма. Имена стоит назвать, потому что дальше они будут просто цифрой 4 сыновей, а это были живые люди. Архан, старший, родился в 1543 году, Осман в 1545, Абдулла в 1548 в Конье, Махмуд в 1552 там же. И самый младший, Мурат, появился на свет в Амасии в 1559 году, то есть буквально в тот год, когда все покатилось под откос. Были и дочери. Мехрумах, названная, судя по всему, в честь тети, Айше, 2 девочки, Хатидже и Ханзаде, умерли младенцами. Обычная семья провинциального наместника. Дети рождаются там, где отец служит. Конья, Кютахья, Амасия. По списку их рождений можно проследить всю его карьеру. Дальше 1553 год. Казнь Мустафы. Страна на это отреагировала плохо. По Анатолии пошли волнения, особенно там, где Мустафу знали лично. Появился даже самозванец, объявивший себя чудом спасшимся Мустафой. Восстание пришлось подавлять, и подавлял его как раз Баязид. При этом отец подозревал, что Баязид сам за этим восстанием и стоял. Обвинение не подтвердилось, и по большинству источников за сына тогда вступилась мать. Это важный момент. Пока Хюррем была жива, она держала обоих сыновей в рамках. Ни один не мог зайти слишком далеко. 16 марта 1558 года она умерла. И вот тут я хочу остановиться на распространенном мифе. В интернете попадаются заголовки вроде «Баязид казнен по приказу Хюррем». Это просто невозможно хронологически. Она умерла в 1558 году, казнь произошла в 1561. 3 года разницы. Что она делала при жизни – вопрос обсуждаемый. Приказать казнь через 3 года после собственной смерти она не могла. Дальше события пошли быстро. Сулейман принял решение развести сыновей подальше друг от друга и от столицы. Селиму – Конья, Баязиду – Амасия. Ту самую Амасию, где до казни сидел Мустафа, ту, откуда до Стамбула 700 километров.
Баязид отказался ехать, и его можно понять, назначение читалось однозначно. Отца он знал, историю брата видел своими глазами, и что означает перевод в Амасию, ему объяснять не требовалось. Отец настоял. 21 декабря 1558 года Баязид прибыл в Амасию. Всю зиму оба брата занимались одним и тем же – собирали людей. Селим при этом писал отцу письма, докладывал, что Баязид закупает лошадей и зерно, вооружает сторонников, что зимой ничего не начнется, но весной будет война. И отдельно отмечал, что в Стамбуле у брата много сторонников, включая людей на высоких должностях. Насколько эти письма были честным донесением, а насколько способом заранее выставить брата мятежником, каждый решает сам. Достоверно известно одно – Сулейман встал на сторону Селима. Ему отправили войска. Великий визирь Соколу Мехмед Паша тоже оказался на стороне Селима. К весне баланс был очевиден. У одного брата своя армия, у другого своя армия плюс армия султана. 29 мая 1559 года они сошлись под Коньей. Бой шел около 2 дней. Итог решило превосходство в численности и вооружении. У Селима было и того, и другого больше. Баязид отступил к Амасия. Оттуда он попытался сделать последнее, что мог сделать в рамках закона. Обратился к муфтию, чтобы тот написал султану прошение о помиловании. Прошение отклонили. 7 июля 1559 года Баязид забрал 4 сыновей и ушел из страны. Знаешь, что при этом происходило параллельно? Пока он бежал, приказы разлетелись по всем провинциям. Биян на персидской границе, на Черноморском побережье, в арабских землях. Задержать, если появится. Крымского хана тоже предупредили. Отец закрывал ему каждую дорогу. Оставалась одна – к персам. Шах Тахмасп встретил его хорошо. Принял с почестями, положенными сыну великого султана. 1,5 года Баязид прожил в Персии. Что он там думал, на что рассчитывал, мы не знаем. Стоит представить, что это были за 1,5 года. Он не сидел в темнице, во всяком случае поначалу. Его принимали как знатного гостя, сына великого султана. Персидский он знал, стихи на нем писал, собеседника при дворе Тахмаспа хватало. При этом вокруг были люди, с которыми он еще недавно воевал. В 1548 году он ходил в персидский поход вместе с отцом и Мустафой против этих самых сефевидов. Теперь он жил у них, и его безопасность зависела целиком от их расчета. Параллельно шла переписка. Османские послы требовали выдачи. Шах тянул. Каждое письмо из Стамбула поднимало ставку, и Баязид не мог не понимать, что торгуются именно им. Сколько раз за эти 1,5 года он прокручивал в голове тот майский день под Коньей, можно только догадываться. А потом ситуация переломилась. В 1560 году людей Баязида заподозрили в подготовке покушения на шаха. Насколько обвинение было настоящим, а насколько удобным поводом, тут источники ничего внятного не дают. Результат известен. Баязида и 4 сыновей арестовали, а его сторонников почти всех перебили. Из гостя он стал товаром. Дальше начался торг, и вот эта часть истории, на мой взгляд, самая тяжелая. Сначала Тахмасп запросил территории, земли в Месопотамии, которые османы отобрали у Персии раньше. Шах прекрасно понимал, что держит в руках. Сулейман ответил угрозой войны и предложил деньги – 400 тысяч золотых. Селим добавил от себя еще 100 тысяч. Обрати внимание на эту деталь. Старший брат доплатил из своих средств, чтобы вопрос закрылся наверняка. Тахмасп согласился. Летом 1561 года в Казвин прибыли османские посланники. Здесь надо сделать оговорку по датам. Источники расходятся. Часть указывает 23 июля, часть 25 сентября 1561 года. Единой версии нет. Что известно достаточно надежно – обстоятельства. Об этом писал Шарафхан, курдский историк, служивший при дворе Тахмаспа, то есть человек, находившийся рядом, а не пересказчик через век. По его словам, Баязида с сыновьями передали османам и убили их на конном ристалище в Казвине. Есть также сообщение, что перед выдачей шах приказал сбрить пленнику бороду и усы. По меркам того времени тяжелое унижение для мужчины его положения. Эта деталь встречается не везде, поэтому подаю ее как сообщение, а не как факт. Убили 4 сыновей вместе с отцом. 5-й в Персию не поехал. Ему было 3 года, он оставался в империи. Его задушили в Бурсе, отдельным приказом. Похоронили Баязида и сыновей возле Сиваса, младшего в Бурсе, рядом с могилой Мустафы. 2 казненных Сулейманом сыновей оказались в одном городе. Кстати, еще один момент, где сериал расходится с историей. В «Великолепном веке» показано, что казнь исполнил Селим. По источникам это не так, работали присланные из Стамбула люди. Селим в Казвин не ездил. Теперь вернемся к вопросу, с которого мы начали. Был ли у Баязида выбор? Давай честно переберем варианты. Первый. Подчиниться, поехать в Амасию и ждать. Чего ждать, понятно.
Отцу 64 года. Умрет, Селим займет трон и по действующему обычаю убьет брата. Так же, как убил бы любой другой на его месте. Это не предположение, это правило, работавшее 1,5 столетия. Второй. Поднять оружие. Проиграть – смерть. Выиграть – тоже смерть, только позже, потому что поднявший руку на отца султана легитимности не получит. Третий. Бежать. Что он и сделал. И превратился в разменную монету между двумя государствами. Куда ни поверни, заканчивается одинаково. Мне кажется, в этом и есть главная мысль этой истории. Мы привыкли искать виноватого. Жестокий отец, коварный брат, интриганка-мать. Но здесь система работала ровно так, как была устроена. Она не давала третьего варианта никому. Ни Баязиду, ни Селиму, ни самому Сулейману. Сулейман, между прочим, к этому моменту казнил уже второго сына и лучшего друга и заплатил врагу государства 500 000 золотых за смерть собственных внуков. Через 5 лет он умер в походном шатре под венгерской крепостью. Трон достался Селиму, единственному оставшемуся, тому самому, о котором у нас был выпуск. Империю после него держал на себе не он, а Соколу, тот самый визирь, который в 1559 году выбрал правильную сторону. А правило о братоубийстве продолжало действовать еще десятилетия. Отменили его гораздо позже, заменив другим порядком. Наследников перестали убивать, но начали держать взаперти во дворце. Считалось, что это гуманнее. Помогло, честно говоря, не очень. Пиши в комментариях, кого разбираем дальше. Соколу. Визирь, который тянул на себе империю при 3 султанах и получил нож в собственном кабинете. Или, может, Нурбану. Или вообще уходим из этой эпохи. Или уходим из этой эпохи совсем. Лайк, если досмотрел. Подписывайся, серия продолжается.